Пришлось немного, как говорится, покурить схему, но очень интересно, очень интересно. Так, мы сегодня начинаем наш эксперимент по установке малого мотора на старую машину, которую я анонсировал ранее. Так что мы сейчас затолкаем эту машину на подъемнике и по чуть-чуть начнем ее разбирать. Вот наш подопытный экземпляр. Именно на него мы будем пытаться установить тот самый мотор, который здесь, по идее, не должен стоять. Вот наш мотор, который мы будем ставить вместе с подрамником. Все здесь. Я сейчас для начала, наверное, залезу в машину, подключу к ней диагностику, посмотрю, что у нас по сопротивлениям, потому что когда машина приезжала, я ее не подключал, не смотрел, что там происходит. Хочу убедиться, что там, в общем, видеть, какая там ситуация, хотя, в принципе, я предполагаю, какая она там. И после этого я подниму машину, откручу все по низу, что нужно, и буду скидывать задний подрамник вместе с мотором. Машина у нас разряжена, 0 миль, она и не была заряжена, еще стояла долгое время. Я подключил зарядочку, сейчас подключу диагностику и посмотрю, что у нас там происходит. Как мы видим, у нас здесь Tegra, оба дисплея потекли. Приятного мало, но будем менять, как обычно, ничего не поделаешь. Так, на данный момент сопротивление изоляции не такое уже низкое, достаточно нормальное, 1740 килоом. Но это, если честно, не всегда говорит о том, что все в порядке, потому что бывает, когда подключаешь, когда машина выключена полностью, когда подключаешь питание, клацают контакторы, иногда на первом кругу она более или менее показывает сопротивление изоляции, а потом уже после следующих циклов оно может упасть. Но, тем не менее, в любом случае, перед тем, как начать снимать мотор, я сниму высоковольтные провода, вернее, откручу крышку и померяю прямо на моторе его сопротивление, чтобы быть более уверенным. Потому что ребята, когда эта машина приехала, они ездили на ней, и как бы я помню, они по телефону мне говорили, что сопротивление изоляции падает, скачет и падает слишком низко. И иногда вырубается даже машина. Поэтому я сейчас все это дело проверю, но перед тем, как я буду снимать подрамник, я обязательно еще померяю сопротивление мотора именно прям там на месте, не снимая его. Разбег по батарее, конечно, не маленький здесь, но много, наверное, 60 милливольт, это много. Но когда машина на 0%, в самом низу сок, то часто разбег увеличивается, а потом, когда она чуть подзарядилась, машина, разбег становится более или менее улучшается. Поэтому я сейчас немного машину подзаряжу, и, возможно, разбег уменьшится. Но, как бы, сейчас цель моя не конкретно батарея, а больше по мотору. Поэтому мне нужно проверить мотор. И если, как бы, наш первоначальный диагноз подтвердится, что там проблемы по мотору, то мы будем продолжать наш эксперимент и ставить сюда маленький мотор, Induction Small, так называемый, вместо большого мотора, который здесь стоял изначально. Стоит на данный момент еще. Я смотрю в памяти ошибки, которые были вот еще 18 августа, когда машина, наверное, приехала. И здесь я вообще не вижу никаких проблем по изоляции. И у меня возникает подозрение, что, возможно, с мотором этой машины нет проблем. Я вижу там разбаланс в первом модуле, но, правда, он сейчас на низком сок, поэтому, возможно, он выровняется. Но я сейчас буду заряжать и смотреть. Но пока проблем по мотору я не вижу. Как бы я эту машину не диагностировал, ребята подключали ее, когда меня не было. Как бы я точно не знаю, но тогда вроде бы у них были какие-то проблемы по изоляции, по мотору. Сейчас я их почему-то не вижу, поэтому буду проверять. Моя уверенность в том, что здесь проблемы с мотором, она начинает уменьшаться. Возможно, и не эта машина будет использована для нашего эксперимента с этим мотором, потому что что-то пока проблем с мотором здесь я не вижу, а больше вижу проблему с батареей. Но окей, посмотрим, не будем спешить с выводами. Сейчас я ее немного подзаряжу, и скорее всего я все равно сниму кавер и полезу к мотору и померяю его сопротивление мегаомметром, чтобы убедиться, что с мотором все нормально. Либо наоборот ненормально. Возможно, еще энкодер выкручу, сниму, посмотрю, есть ли на нем антифриз. В общем, полезу туда смотреть. Я, кстати, посидел, подумал и вспомнил немного разговора. Сейчас ребята приедут с аукциона, я переспрошу. Возможно, я ошибаюсь, потому что уже какое-то время прошло. Но когда ребята ездили, у них, по-моему, буковки паркинг, драйв, реверс, они горели красненьким. А это говорит о том, что попал антифриз именно в инвертор. Обычно такое происходит, когда антифриз попадает в инвертор, на экране вот так вот сигнализируется эта проблема. Почему-то бывает и такое. Почему-то бывает, что когда сопротивление статора уже низкое, но оно еще не выбивает ошибку по изоляции degradation, так обычно эта ошибка называется. Или drive, ISO, repeated, или как-то вот такие вот ошибки вылазят часто. А сейчас, как бы, я смотрю на сопротивление, оно нормальное. Но я помню, что ребята говорили, что у них буковки вот эти, которые паркинг, драйв, реверс, нейтрал, они были красными. А это говорит о том, что все-таки антифриз присутствует в инверторе. Поэтому все-таки, наверное, сейчас я полезу туда
и буду это проверять. Потому что я сейчас заряжаю, у меня разбег по ячейкам, по модулям уменьшается. Он был 60 милливольт, сейчас уже 40. Сейчас чуть-чуть я заряжу, потому что сейчас еще 0% до сих пор. Сейчас буфер заполнится, и мы не посмотрим, какой все-таки будет разбег. И у меня, вроде с одной стороны, я только что говорил, что может быть это не в моторе, а сейчас я вспоминаю, думаю, что все-таки в моторе могут быть проблемы. Поэтому я полезу в мотор и буду смотреть. Вот о чем я раньше рассказывал. Вот так вот раньше были все моторы Induction Large до определенного времени. То есть сам мотор был большой, но инвертор в него ставился либо перформанс, спорт мотор, либо на бейс мотор ставился обычный инвертор бейс, получается, то есть не спортивный, они еще цветом отличались. То есть бейс мотор, у него инвертор был зеленого цвета платы почти все, а перформанс мотор у него были красного цвета платы. По железной части, да, то есть по ротору, статору, по редуктору, все было абсолютно одинаковое, только инверторами отличались. А потом уже понемногу, я не знаю просто в каких годах, я не настолько осведомлен в этом, начали ставить, если это не перформанс машина, то начали ставить маленькие так называемые моторы. То есть и здесь прямо пишется в спецификации Induction Small. И вот эти маленькие моторы, у них уже не было такой проблемы течи антифриза внутрь мотора. Там, видимо, они изменили. Я, если честно, такой Induction Small ни разу не разбирал мотор. Больших мы много уже сделали, а вот маленьких не разбирали. И как раз вот в этом и суть нашего эксперимента. Чтобы подкинуть вместо бейс мотора, который Induction Large, подкинуть Induction Small, то есть маленький мотор. Потому что эта машина не перформанс, ей как бы этот мотор тоже подходит, но он здесь обычно не стоял. Поэтому мы хотим попробовать это сделать. Сейчас я закончу полностью всю свою диагностику. Хочу убедиться, что все-таки с мотором есть проблемы, что мы его будем снимать, и тогда начну разбирать. Пока не хочу спешить. Я пока заряжаю машину, у нее уже 1%. Уже разбег по ячейкам уменьшился. Он был 60 милливольт, а сейчас разбег 39, сейчас 39. Ну, сейчас где-то 39 милливольт. То есть было 60, сейчас уже 39 милливольт. И он понемногу должен, скорее всего, уменьшаться. Поэтому, ну, в принципе, 39 милливольт разбег по модулям, ну, внутри модуля, неважно. Ну, в принципе, это не драма. Машина с таким может ездить. То есть, я думаю, до 40 милливольт машина, в принципе, может ездить, это не драма. И я думаю, он еще немного уменьшится. Поэтому, скорее всего, все-таки у этой машины были проблемы с мотором, так как изначально я и предполагал. Но прямо сейчас я этого не вижу. Сейчас дозаряжу немного машину, подниму ее и полезу, сниму кавер, полезу к мотору. Хочу снять энкодер, как я уже говорил, померить сопротивление изоляции прямо на моторе. Возможно, еще можно открутить там одну крышечку, где соединяется статор с инвертором. И если туда попадал антифриз, то, возможно, я увижу там антифриз. В общем, буду продолжать диагностику. А пока я жду, что машина зарядится, у меня тут подтягивается свежая прошивочка 2024, потому что здесь 22 года еще стоит. И продолжается зарядка. Сейчас 1%. Я хочу дождаться, когда будет процентов 10, чтобы более или менее уже был сок какой-то. И тогда начну разбирать снизу кавер. Пойдем поглядим, что у нас тут есть. Так, ну, во-первых, мы видим батарею более свежей генерации. Это хорошо. Кавера у нас здесь все стоят. Ничего такого страшного по низу здесь не видно. Все достаточно прилично. Коррозии какой-то особо нет. Поэтому я сейчас откручу вот этот кавер, который закрывает мотор. Получу доступ к мотору и проведу те манипуляции, которых я уже описывал выше, чтобы посмотреть на сопротивление изоляции и проверить на течь антифриза в мотор. Что же мы здесь видим? У нас есть запотевшесть небольшая со стороны инвертора. В остальном все выглядит достаточно прилично, чистенько, красивенько. Мотор у нас бейс, как мы и предполагали. Самое интересное, что вот проводка. Здесь такой тип проводки, как нам нужен. Такой же, как на вот этом подрамнике, где стоит мотор, который мы будем ставить. Поэтому мы выбирали машину именно, чтобы проводка была такая. Потому что есть другой тип проводки, где 4 коннектора цепляются вот здесь вот. И с таким типом проводки будет сложнее переставить. А скорее всего, может быть, даже не получится. Сейчас я хочу добраться в первую очередь вот сюда, померить здесь сопротивление на шинах силовых, на мотор, который приходит. И хочу еще выкрутить энкодер, вот он здесь вот находится, посмотреть, нет ли на энкодере антифриза.
Сейчас я еще немножечко заряжу машину, чтобы процентов 10 было. И тогда буду это делать. У нас, кстати, по мере зарядки у нас разбег уменьшается. Сейчас он у нас уже составляет 26 милливольт уже. А когда я только начал ее заряжать, было 60 милливольт. А сейчас уже 26. То есть уменьшается разбег, и это хорошо. Тут есть, конечно, все-таки вопросики по первому модулю. Вот здесь 76. Самая низкая вот здесь в первом модуле на вот этой, на третьей линии. Здесь, если бы, конечно, было бы как и вокруг, то было бы идеально. Но вот именно в первом модуле есть на третьей линии вот этот разбаланс. Но он уже уменьшился до 26 милливольт с 60. Поэтому это, в принципе, уже неплохо. Как бы, конечно, в идеале там 10 милливольт было бы вообще классно. Но 26 это, в принципе, рабочий вариант. Поэтому будем заряжать дальше и будем наблюдать за разбегом. Почему же у нас попадает антифриз, если он течет вот здесь вот, с-под крышки, вот конкретно в том месте? Как же он попадает у нас в инвертор? Попадает он в инвертор очень просто. Здесь вот у нас идут шины силовые, которые от инвертора, уже переменный ток, дают на обмотки статора. И вот здесь вот как раз две части мотора заднего, они соединяются таким туннелем, в котором идут эти силовые шины. И как раз вот здесь вот сам антифриз может перетекать в часть с инвертором, как раз в этом месте. Поэтому это происходит, и нижние, тут как раз в нижней части инвертора проходят коннекторы, которые там, они не залиты лаком, естественно, туда попадает антифриз. Он, естественно, имеет определенное сопротивление, он может создавать определенные проблемы для работы электроники, и часто он у вас, допустим, когда моторы, особенно в статор попадают, когда антифриз, у вас часто вылазят ошибки по энкодеру, по датчикам температуры, по каким-то еще показаниям, и буковки на панели, на инструмент-кластере, они горят красными. Там, где паркинг, реверс, нейтраль и драйв, то есть все эти буковки часто горят красными. Что говорит о том, что не все в порядке, и, возможно, антифриз попал в мотор, а конкретнее уже даже в сам инвертор. Поэтому сейчас я откручу там и посмотрим, найду ли я следы антифриза какие-то. Так, на 11% сок разбег у нас уже уменьшился до 21 милливольта. То есть, в принципе, уже терпимо. Поэтому я отключаю зарядку и начинаю диагностировать мотор. Естественно, прежде чем я полезу в мотор, нужно будет отключить петлю ВВБ и 12-вольтовый аккумулятор, чтобы не попасть под высокое напряжение. Все, машина теперь обесточена, и можно лезть в высоковольтную часть. Ну, начнем с энкодера. Снимем фишечку и выкрутим болт, который его фиксирует. И вытащим сам энкодер. И что мы видим? А видим мы неутешительную картину. Видим мы то, что на энкодере есть антифриз. И антифриза очень много. Будем продолжать дальше. Теперь я откручу здесь, где силовые шины находятся, и померяю сопротивление изоляции на одном и на втором контакте. Хотя, в принципе, там оно будет одинаково, что на одном, что на другом. Но, тем не менее, нужно это сделать. Цепляем один контакт на корпус, а вторым контактом упираемся, вторым щупом упираемся в саму шину силовую и меряем. И мы имеем сопротивление в 2 мегаома. На второй шине, в принципе, будет точно такое же сопротивление. Поэтому 2 это, в принципе, не критично. То есть, не то чтобы не критично. Должно быть вообще 4,7 до 5. 4,7 до 5 мегаом должно быть. 2 это не сильно критично, но это и не хорошо. Это говорит о том, что все-таки проблема в моторе есть. Поэтому сейчас дальше хочу снять вот здесь вот крышечку и посмотреть, что мы здесь увидим. Так как статор мог еще просто не сильно намокнуть, чтобы давать такое низкое сопротивление, а вот антифриз в сам инвертор уже мог, в принципе, достаточно неплохо затечь. Удаляем наклеечку, можно просто оторвать, можно аккуратно, по желанию. Теперь попробую сделать замер еще прям
вот здесь, где силовые шины идут на статор. И одни шины цепляем здесь. И одни не хочет щуп цепляться, поэтому буду держать руками. Так, смотрим, что у нас будет. Вот сопротивление у нас держится около 2 мегаом. 2 мегаома это, конечно, маловато. Вообще, конечно, в идеале нужно отключить полностью мотор и померить его отдельно от всей системы. Потому что в высоковольтной системе есть еще DC-DC преобразователь, есть еще хитер батареи, есть еще хитер салона и так далее. То есть они тоже могут влиять на это сопротивление. Поэтому правильным вообще было бы снять заднее сиденье, добраться до High Voltage Fuse Box. Это такой распределитель, который распределяет высокое напряжение дальше по всей системе. Отключить там мотор и отдельно померить мотор и отдельно померить силовые шины туда, в направлении DC-DC и хитеров. Поэтому я, наверное, скорее всего, так и сделаю. Я снял сидушку, и мне нужно добраться до High Voltage Fuse Box, вот сюда. Здесь такой вот есть, я не знаю, как-то звуковой экран, наверное, чтобы он немного приглушал какие-то посторонние шумы, типа шумоизоляции. Нам его придется снять. Чтобы добраться до фьюзбокса, открутим вот такие вот болты, которые держат вот эту основу сиденья. Приподнимем ее немного наверх и открутим все гаечки и болты на 10, чтобы крышку High Voltage Fuse Box снять. И вот у нас еще болтик Хвилла здесь есть. Естественно, это все должно быть сделано на полностью обесточенную машину, потому что здесь высокое напряжение. Я снял крышку фьюзбокса, я открутил провода, то есть вот это провода на мотор идут, это провода идут на батарею, эти провода это с charge порта, и вот эти провода уходят вперед на DC-DC преобразователь, на компрессор кондиционера, на хитер салона, на хитер батареи, на всю эту историю. Так, и значит мы теперь будем мерять отдельно сопротивление мотора, дабы убедиться, что низкое сопротивление именно в моторе, а не где-то в общем системе. Чаще всего, конечно, это бывает в моторе, если взять нашу статистику, но бывает всякое, поэтому лучше проверить. Поэтому я сейчас подсоединю один щуп на землю, а один щуп на мотор. Так, земля у нас сюда, тут будет надежней. И один щуп на мотор. Что-то земля не хочет держаться. Так, меряем мы на 500 вольтах. Ну, судя по звуку, это все-таки мотор. Сопротивление 2, чуть-чуть растет, но все равно низковатое. 2,2, 2,3, до 2,4 даже дошло, но низковато. Здесь сопротивление изоляции мотора в сборе вместе с инвертором, оно должно быть в пределах до 5 мегаом, короче, 4,8, 4,9, 4,7, ну даже 4,5 может быть окей. А здесь 2,3, 2,4 это мало. Поэтому, скорее всего, антифриз уже попал в мотор и в статор, и в инвертор, но еще, наверное, не слишком много там антифриза. Поэтому сопротивление еще не такое низкое, плюс машина постояла месяца, наверное, 2. Возможно, немного там что-то подсохло, и поэтому, может быть, сопротивление немного увеличилось. Поэтому будем действовать по заранее обговоренному плану. И, к счастью, кстати, у нас FuseBox, High Voltage FuseBox здесь, он у нас нового типа, такого же, как и на той машине, откуда на доноре, откуда мы брали мотор. Поэтому нам в этот FuseBox будет легче подключаться, и все должно быть более хорошо, без меньших проблем. Потому что чем меньше различий, тем лучше. Поэтому здесь мы это все дело сейчас подсоберу и буду снимать мотор. А что делать? Красивая машина. Подкрылка уже нету. Смотрите, там он площадку на горе разравнивает. Тоже, наверное, будут машины стоять. Представляешь, как хочется проверить-то.
подожди, это не она. Давай по ВИН-коду проверим. Это она, Артем. Вон, видишь, торпеда, вон, видишь, откоцана. Ну я видел тут торпедо, но это стандартная их проблема. А никто ж не говорит, что это нестандартная их проблема. Завожу, Артем. Спасибо. Левый. Лучше левый ключ и крыша, чем без левого ключа. Давай. А там какой-то разъем, нужно попробовать подключить. Снимаем мотор. Так, ну вот подрамники снят. А здесь, оказывается, уже кто-то был. Кто-то его, наверное, либо ремонтировал, либо менял. Наверное, менял, да? Потому что... В 2015 году. Менял, потому что герметик похож на заводской. Ну, на первый взгляд, во всяком случае. Ну, мы сейчас вместо вот этого подрамника с мотором подкинем сразу целиком подрамник с маленьким мотором. А дальше уже дело техники, наверное. Но одно из наших главных отличий — это высоковольтные провода, потому что они не такие на другом моторе, и патрубки охлаждения. Поэтому мы сейчас поменяем высоковольтный провод на тот, который нам нужен, и поменяем патрубки охлаждения тоже оба. А у нас они остались с донора, поэтому мы их будем использовать. Где они? Вот они, высоковольтные провода с фьюзом вместе. И мы возьмем патрубки, которые идут к чарджеру. Тоже мы их заменим, чтобы ничего не мудрить, чтобы все было по заводскому. Так, я сейчас снимаю высоковольтный провод, который идет на мотор, и мы поменяем его на тот, что нужно. Еще мы поменяем патрубки. Один вот этот патрубок на мотор идет, мы поменяем его. И второй патрубок, вот этот, который уходит туда, тоже на мотор, мы его тоже поменяем. Вроде бы как и на месте. Так, мы немного примерили патрубки. Вот это оригинальные патрубки по бокам, которые идут один с этой, а другой с этой стороны.
Но те патрубки, которые стоят под другой мотор, в принципе, они тоже подходят. Их можно просто один подрезать, он прям геометрию свою сохраняет и стоит в нужном направлении. А с другой стороны можно снять алюминиевую трубку, и в принципе он тоже подходит. Поэтому, чтобы не сливать антифриз, чтобы не поналивать там антифриза вокруг чарджера, потом все это не вытирать, мы решили оставить те патрубки, которые есть. И в принципе будет точно так же, как и оригинальные. Но при желании можно заморочиться и поставить оригинальные, если они у вас есть. Все, в общем, подрамник с новым мотором у нас на тачке. И мы сейчас будем его подкидывать. Мы там уже все приготовили, провода высоковольтные протянули, патрубки подготовили. Будем ставить подрамник. Значит, патрубок вот этот, который правый, получается, мы оставили оригинальный, подрезали. А вот этот мы заменили на оригинальный, который есть, на который нужен. Сейчас здесь просто переставим его. Заводское. И кто говорил, что работа дилера – это легкая работа? На улице дождь, ноги мокрые, руки мокрые. Но у Артема желание приобрести новый автомобиль, и оно на все, преодолеваем мы все пути. Может, купим дом сразу, Артем, вон глянь. Ну, короче, новый автомобиль – это более того, что просто промокнуть. Да, это она. Ну, он стоит. Вижу сдалека, X5. А где ты X3 видишь? Сейчас посмотрим, я сейчас загляну так, по-нормальному. Вот так вот можно проверить, где машина стоит. Вот где мы, а вот где машина. Пойдем? Под дождем, BMW мы найдем. Вот она. Один хозяин, два в уме. Ну, кто-то уже не сидел. Зарядка BMW, видите? А где зарядная? Машину ты не заносишь, да, в свое будущее? Сейчас поедешь и все. Звук не тот, в бачке пусто, либо же светлое это, не? Ну что-то есть, чуть-чуть. Я ничего страшного в ней не вижу. Все с ней нормально. Продолжаем наш эксперимент с мотором. Вчера мы уперлись в некоторую проблему.
Как говорится, у нас был план, и мы его придерживались, но возникли некоторые обстоятельства, которых мы не учли. Я расскажу, какие. В нашем плане было поменять сам мотор, патрубки, высоковольтные провода и оставить проводку того подрамника с донорским мотором. И мы смотрели, подрамник соединяется с 3 коннекторами, сейчас я покажу, какими именно. Вот 3 коннектора подрамника, проводки подрамника, вот они. И в принципе, как здесь, так и на той машине, на которой мы все это ставим, в принципе, они были черный, зеленый и серый. И визуально они были похожи. Но оказалось, что вот этот вот коннектор серый, он отличается на той машине. И он не просто отличается, как коннектор, потому что он не влазит, а еще и проводка по-разному разведена. То есть некоторые провода проходят, не просто отсутствуют здесь, а они вообще раскиданы по-другому. Так как, во-первых, здесь на вот этом моторе есть энкодер, который стоит вне. Вот энкодер здесь стоит. На маленьком моторе энкодер стоит где-то внутри, наверное, я не знаю, как реализовано это все в маленьком моторе. Но в большом здесь стоит энкодер, и проводка от него идет по кругу через проводку и входит сам инвертор. Получается, что у нас ничего не получается. Мы сначала думали, возможно, смотрели по схемам, чтобы здесь разобраться с этим коннектором, который не подходит. Но выяснили то, что проводка вообще сильно отличается, и многие провода иначе проложены. И мы решили взять проводку, то есть старую с этого подрамника, с вот этой вот машины, и перепиновать именно вот этот коннектор. Естественно, здесь все сильно отличается, потому что, во-первых, это 23-пиновый коннектор, и здесь 21 провод, всего 2 не используется. В той проводке там 20-пиновый коннектор идет на сам драйв-инвертор, и там 4 не используется, то есть всего 16 проводов. То есть нам нужно было выяснить, что приходит, что не приходит и что нам нужно. И в итоге, как я уже сказал, мы решили взять проводку оригинальную, которая была на этой машине изначально, и перепиновать сам коннектор 20-пиновый вот сюда, на сам мотор. Вот этот вот коннектор, который на сам драйв-инвертор идет. Пришлось немного, как говорится, покурить схемы, выяснить, что нам нужно, чтобы пришло, что нам не нужно, чтобы приходило. Я провел тут небольшое исследование, небольшой ресерч. И что мы имеем? Значит, вот у нас получается схема драйв-инвертора. Вот с большим мотором, вот с малым. Естественно, тут разные пины и разные номера пинов. Но цвета совпадают. Но это не на схеме совпадает, а в жизни есть отличия. Вот на еще одной схеме вроде бы large unit, но здесь цвета отличаются от цветов здесь. Я понимаю, разные года, возможно, были, хотя я беру машины и донора, и наши машины исключительно в тот промежуток времени, когда они были выпущены. Здесь есть классификация по периодам. Я именно так смотрю, но все равно немножко не сходится. Но получается, немного все поисследовал. Вот аж 20-пиновый коннектор маленький. Сейчас покажу, вот 23-пиновый коннектор большой, здесь тоже есть несовпадение в реальной жизни, как бы, и то, что на схеме. Но, тем не менее, мне удалось найти все провода и все, которые у нас отличаются. И в итоге получилось, что вот все функции, которые выполняют провода, у нас здесь задействовано в итоге 16 проводов. Отличие от большого, потому что там нет энкодера, это 4 провода. И еще там shield идет, щит на эти все провода. То есть 5 проводов. В итоге из 21, которое здесь используется на большом коннекторе, мы на 20-пиновом используем, здесь используется без энкодера, используется всего лишь 16 проводов. И все их здесь я нашел, я составил такую табличку, чтобы это проще было. Сначала табличка выглядела вот в таком виде она была, конечно, здесь сложно что-то разобраться, даже мне самому. Потом я это все дело немного упорядочил и стал это выглядеть немного понятнее, примерно вот так вот. То есть я попробую перепиновать все эти разъемы по цветам, которые я в принципе уже нашел, и посмотрю, что из этого выйдет. И я очень надеюсь, что все получится, потому что если не получится, тогда вся наша затея с перестановкой мотора потерпит неудачу. А этого, естественно, очень бы не хотелось. Поэтому эксперимент продолжается. Он пока стал даже еще интереснее, наверное, но хотелось бы все-таки победить в этом эксперименте и добиться хорошего результата. Так что я буду перепиновывать коннекторы и потом покажу, что из этого получилось. Я сделал временный хвост. Он пока вот выглядит вот так вот.
Я сейчас попробую подключить, посмотрю, что из этого выйдет. Если будет все успешно, тогда я уже сделаю все нормально по-человечески. И я немного оговорился, я сказал, что я буду перепиновывать коннектор. Но это не совсем правильно, потому что можно перепиновывать, когда у тебя одинаковые коннекторы. А у нас коннекторы разные, то есть разного типа. Ну и разное количество пинов. Поэтому мы будем не перепиновывать, а менять коннектор на другой. Ну и соответственно перепиновывать тоже. Начнем. Я просто накинул проводку, чтобы попробовать. Я не подключал датчики ABS, не подключал паркинг брейк, потому что в принципе оно мне сейчас не нужно. Просто хочу включить питание и посмотреть, что мне скажет машина. Будет ли она ругаться на что-то, если будет, то на что и так далее. Сейчас посмотрим. Питание я подал. Жду, пока загрузятся компьютеры. Я слышал 3 попытки включения контакторов, но они не включились. Поэтому сейчас почитаю, что скажет компьютер, какие будут коды. Я вижу, что 12-вольтная система не поддерживается, not supported, потому что контакторы у нас такие не включились. Я вижу, что у нас открыт капот. Overheat to low, понятно, низкий сок. Electronic Parking Brake Problem, потому что у нас сняты коннекторы с Parking Brake. И вот BMS Precharge to Short, Precharge to Long. Интересно. Я слышал, что контакторы пытались они включиться, но у них не получилось. Такое иногда бывает, когда ты без мотора пытаешься включить машину. Вернее, не то, что без мотора, а без подключенных высоковольтных проводов, потому что оно не видит инвертора. Там, видимо, какие-то конденсаторы, которые должны зарядиться. Из этого причардж правильно не работает. Сейчас я возьму еще диагностику, почитаю. Но интересно. Меня не включается рейлон, потому что мы в тоу-моде. А с тоу-мода я выйти не могу, потому что паркинг брейк не подключен. Придется все-таки лезть, подключать паркинг брейк. А что же у нас по диагностике? То есть я вижу здесь в принципе то, что и в сервис мод. Но самое важное, у нас-то на связи BMS-ка на связи, вообще CAN у нас присутствует. Я вижу BMS-ку, вижу вольтажи по батарейке, потому что когда в прошлый раз мы подключили, естественно, по CAN у нас никакой связи не было ни с BMS-кой, ни со всем остальным. А сейчас, в принципе, каких-то проблем я не вижу. Поэтому сейчас подключу паркинг брейк. Почему-то он пишет, что Precharge to Short. Я еще не знаю, почему это происходит. Сейчас буду выяснять. Но очень интересно. Я подключил паркинг брейк и включил рейлон. То есть подалось напряжение на драйв-инвертор, и драйв-инвертор запустился, соответственно, дал нам определенные ошибки. И что мы видим? То есть драйв-инвертор System Limp Mode, Config Mismatch, драйв-инвертор Slave MIA, Pedal Monitor. Драйв-инвертор говорит, что не видит Slave драйв-инвертора, то есть переднего мотора, так как наш задний мотор новый, он же работал в купе с передним мотором, то есть он думает, что есть передний мотор. Но связи с ним нет, поэтому он говорит, что связь с ним потеряна. Плюс иммобилайзер, так это по паркинг, ESP у меня просто не подключено. Cruise fault, регенерация fault, но not okay to drive. Low voltage support fault, понятно, у нас контакторы не включились. Park assist, но и drive reload. Так. Ну все, что я вижу, мне в принципе, вот контакторы пытаются включаться, но они не включаются, потому что пишет, что Precharge to Short. Обычно это происходит, когда у вас отключены высоковольтные провода с мотора, и он не видит там определенной емкости конденсаторов или чего-то еще. То есть он подает Precharge и видит, что там не то время Precharge, слишком короткое, и он говорит Precharge to Short, типа sorry, я не включу контакторы. Я подозреваю, потому что здесь другая какая-то емкость, наверное, этих конденсаторов, или драйв-инвертор иначе работает, поэтому он контакторы не включает. Но самое главное, он ругается на мисмэч, на неправильный конфиг, на неправильный софтвер в самом моторе. Поэтому, в принципе, теоретически так и должно происходить. И сейчас мне нужно будет сделать редеплой. У меня висит здесь будильник, но будильник этот был скачан и сформирован этот апдейт еще на старой конфигурации. Поэтому, мне кажется, если я просто сделаю апдейт сейчас, то это ничего не изменит. Мне нужно, скорее всего, резетнуть этот апдейт. И чтобы он мне предложил сделать апдейт новый, под новую конфигурацию. Единственное, в чем я не уверен, требуется ли мне менять конфигурацию именно самого мотора. Нужно ли мне прописывать, какой у меня мотор в конфиг. Либо оно само подтянется. Потому что у меня здесь есть такая вот ошибка. Сейчас найду. Вот Drive Inverter Config Mismatch. Поэтому, в принципе, у нас по CAN шине связь есть. По всем остальным шинам
все в принципе не ругается на потерю какой-то связи, за исключением, что драйв-инвертор ругается задний на то, что передний не работает, ну нет связи с ним. Но его как бы физически нет, а он-то думает, что он есть, поэтому это нормально. В общем, нужно делать software redeploy, возможно, что-то сделать с конфигом. Буду пробовать. Вот опрос. Побрызгаться. Видишь? Я нашел, все мое. Подвести итог по нашему эксперименту с заменой большого мотора на маленький. Сразу могу сказать, что эксперимент в принципе не закончился успешно. И сейчас я объясню почему. То есть вот он наш задний мотор маленький, который мы ставили на машину. И уже сейчас нет, сейчас другая машина находится. Расскажу, чем все закончилось. После того, как я перепиновал проводку, у меня в принципе связь появилась. Я видел драйв-инвертор, все работало, данные были. Я в конфигурации поменял large Rear Drive Unit на Small Rear Drive Unit. У меня это отобразилось в диагностике. То есть, в принципе, шло все так, как и должно было быть. Но, когда я начал пытаться делать software redeploy, то есть переустанавливать программное обеспечение, то машина не могла собрать правильный конфиг. А она не могла собрать правильный конфиг, потому что Tesla никогда не делала заднеприводные машины с вот такими вот маленькими моторами. Потому что сам по себе он достаточно не особо мощный. И она все время, компания Tesla производила машины, если ставила вот такой вот маленький мотор, она делала их двухмоторными. То есть был передний мотор и задний мотор. И вместе они, в принципе, давали необходимую мощность. А если это была какая-то перформанс-версия, тогда они ставили большой задний мотор. Тогда как бы задний мотор был большой, мощный и еще плюс передний. А вот этот маленький мотор, он в одиночку никогда на машинах не устанавливался. И поэтому, как я не пытался собрать правильный конфиг, то есть мне система не давала собрать правильный конфиг, в который был бы маленький задний мотор один, без переднего, то есть не полноприводная машина. И после того, как я уже пообщался позже с парочкой ребят, которые как бы больше опыта в этом имеют, они сказали, что такой конфигурации ты не сможешь сделать, потому что таких машин просто не существовало. Конечно, следовало бы знать это раньше, но, как говорится, век живи, век учись, поэтому не всегда эти знания вовремя у тебя могут быть. Поэтому эксперимент наш не закончился успешно. Мы будем все-таки этот двигатель, этот мотор будем ставить на какую-нибудь другую двухмоторную машину. Но сейчас, пока он будет здесь лежать, ожидать как бы своего времени. А на ту машину мы восстановили двигатель большой, который был на ней, и поставили, собрали, эта машина уже поехала, с ней все в порядке. Но вот такой вот у нас был интересный эксперимент. Пусть он даже закончился не успешно, но тем не менее мы получили хороший опыт. А опыт в нашем деле это бесценно, как говорится. Я как бы получил опыт с перепиновкой коннекторов. То есть я лишний раз увидел, что приходит на мотор, что уходит, как он общается, где какие там, где CAN, где какие-то идут данные с педали акселератора, какие-то другие соединения с другими системами. То есть я это лишний раз перебрал, и в принципе я сделал все правильно, у меня все получилось. Но мы уперлись в программную часть, которая, к сожалению, не дала нам возможности. Вообще, по идее, я общался с этим парнем, он сказал, что можно сделать кастомный редеплой специально, чтобы этот мотор заработал. Но, во-первых, он слабоват, это одна история. А второе, что каждый раз при апдейте, или если нужно будет сделать редеплой, я не смогу его сделать обычным способом. Поэтому это будет такой костыль, так сказать. А делать такую машину, чтобы потом в будущем иметь с ней проблемы, конечно же, не хочется. Поэтому мы решили не идти по пути кастомного редеплоя и поставить все так, как сделать, в общем, чтобы оно работало, как должно работать. Вот такой вот был наш эксперимент, вот такие были его итоги. Всем спасибо за внимание.